Привет, друзья! Наконец-то я собрал крутейший PvE билд на Некроманта. Это заняло у меня какое-то время. Ну, помимо того, конечно же, что я дособрал все сушки на Некроманта, я еще и заморачивался с перековкой. Ну и также немножечко химичил с умениями, потому что некоторые ребята из нашего клана меня вдохновили, в том числе и есть игрок, за что ему большое спасибо. Его ник Кронус, он попал к нам в объединенном клане уток с хомяками, и вместе с ними мы гоняли данжи. Я смотрю, какой у него классный большой урон, а характеристики персонажа очень похожи на мои. Ну и немножко я позаимствовал с этого билда, и, друзья, это просто настоящее веселье. За Некроманта теперь бегать, PvE контент, порталы ужаса, подземелья, также поручения, также когда вы их объединяете в одну, все это можно делать в одно лицо. А также, друзья, бегать Эребан, бегать Предел Бездны даже в одно лицо за 2,5 минуты я спокойно закрываю 2000 очков. У этого билда очень крутой урон по пачке мобов. У него не такой сильный урон, если это касается какой-то одной цели, но даже в рейды я хожу с этим билдом, не переодеваюсь, потому что билд реально, друзья, очень классный. В общем, друзья, устраивайтесь поудобней и всем приятного просмотра. Ну и, друзья, наверное, первое, что мы с вами разберем, это какие умения используются в этом билде, какие перековки, какие сущности. Давайте коснемся наших умений. И у нас используется 4 умения. Это мрачная жатва, взрыв трупа, трупное копье и костяные духи. В качестве основной атаки мы используем здесь ожог души, друзья, но мы практически не пользуемся основной атаки. То есть все здесь идет через умения. Выглядит этот билд очень классно и активируется очень просто. Ты зажимаешь взрыв трупа, дальше активируешь трупное копье, оно начинает крутить вокруг тебя из трупов вот эти скелетные копья, да, ну и параллельно ты активируешь мрачную жатву. В общем, ты постоянно кликаешь и активируешь эти умения по мере их кулдауна. Очень просто, бегаешь вместе с этим. Ну и также, друзья, у нас достаточно большая скорость передвижения за счет как раз взрыва трупов. Если мы посмотрим на наши умения и почитаем, о чем нам пишет взрыв трупов, то как раз вот эта сушка на производство трупов. Взрыв трупа теперь на 5 секунд усиливает вас. Во время действия вы создаете труп каждую секунду, что очень хорошо как раз для трупного копья. Ну и также при поглощении трупа повышается урон и скорость передвижения на 15%, вплоть до 45%. То есть вы бегаете со скоростью всегда больше, чем 1,5. Ну, там у меня даже 1,6 в основном бывает. Это очень круто для порталов ужаса. Вокруг тебя такая воронка, ты пробегаешь, все разлетается. Мы обязательно что-нибудь с вами пройдем, либо подземелье, либо предел бездны, посмотрим, как работает этот билд в реальных условиях. Ну, давайте перейдем к сушкам, чтобы проверить, какие в этом билде сушки. Для этого мы подойдем к замене и быстренько посмотрим, что у нас здесь используется. На шлеме я использую, у меня легендарный древний шлем на трупное копье. Оно теперь заставляет врагов гнить, нанося 7000 урона за 3 секунды, и получаемое целями исцеление ослабевает. На груди мы используем пустырник, костяные духи, умение наносит на 38% больше урона горящим противникам. А это уже относится к зеленому сетовому комплекту, потому что мы там используем огни агмента, которые тоже заточены на горение. На плечах мы используем сытый пожиратель. Взрыв трупа теперь усиливает вас. Это как раз вот эта сушка, о которой я чуть раньше говорил, которая еще и ускоряет нас. Благодаря чему мы
непрерывно создаем трупы и наносим больше урона после поглощения. Ну а также увеличивается наша скорость передвижения. На штанах мы используем хищное безмолвие. Поражая цели, мрачная жертва теперь вызывает срабатывание действующих на них эффектов периодического урона, заставляя их получить их мгновенно. Это на самом деле ключевая сушка здесь, потому что у некроманта много эффектов, которые накидывают периодичку, и как раз вот эта сушка на мрачной жатве, если она касается моба, то она сразу же заставляет срабатывать все эффекты периодического урона мгновенно. То есть моб получает максимальный урон от всего периодического урона. И на первой правой стойке оружия у нас используется оскверняющий рой, опять же, на мрачную жатву, которая теперь создает косы, которые вращаются вокруг нас. Это достаточно старая сушка, но тоже классная. Она должна постоянно крутиться, чтобы цеплять мобов. На второй стойке у нас костяные духи. Или сушка сама называется «Чумные всходы». Критические удары костяных духов активируют ореол ожога души, который наносит 5500 единиц урода и срабатывает не чаще раза в секунду. Что касается стойки защиты, то на первой стойке мы используем ушедшую жажду. Трупное копье теперь поглощает ближайшие трупы и создает вокруг вас костяную воронку. Ключевое у нас умение сушка, которая как раз и дает максимальный дамаг. Мы потом проверим, что нам дает максимальный дамаг на тестовом стенде. И на второй стойке защиты у нас используются костяные духи, которые теперь требуют несколько секунд на применение и телепортируют вас в указанную точку, создавая после телепортации рой духов. Это очень дамажная сушка, но что мне в ней не нравится, что когда ты пытаешься телепортироваться, да, когда ты делаешь вот этот рывок, у тебя требуется 0,6 секунды на применение. Это на самом деле очень необычно после того, как я перешел с прыгающего вправо-влево охотника на демонов, но тем не менее вот рывок у некроманта тоже есть. Сейчас мы коснемся этих сушек подробнее, но вот чтобы вы понимали, как выглядит эта телепортация. То есть я выбираю локацию, куда телепортироваться, нажимаю, видите, ждется какое-то время, и потом он телепортируется, вокруг него образуется такая область из этих костяных духов, которые дают огромный урон. И это, кстати, основное умение, которое я использую в своем PvP-билде, друзья, о котором я расскажу чуть-чуть позже. Давайте быстренько пройдемся по сетовым комплектам. И, как я уже и говорил, у меня используются огни агмента, 4 предмета. У меня используются 2 амуниции пирующего барона, чтобы продлевать наши негативные эффекты, действующие на мобов. И желания Витху, конечно же, очень важны, потому что у нас используется огромное количество камней, действие которых продлевается с помощью положительных эффектов. Давайте с вами этим билдом, друзья, поделимся, чтобы вы его заскринили. Видите, я их все рассортировал, 4 штучки. И, кстати, это классная штука, которую я рекомендую всем обязательно сделать. Друзья, сколько я попадался на эту ловушку. Всегда оставляйте первый комплект несохраненным, чтобы, не дай бог, не перезаписать какой-нибудь свой сложный билд, который вы настраивали там с утра до ночи. Мы все знаем, что большую часть времени мы проводим не в данжах, а в Вестмарше, настраивая билды и роли камни. Это тем, кто долго уже играет в игру и хочет выжить максимум из персонажа. Друзья, сколько я перезаписывал вот эту первую строчку, я не знаю. Ну и все, я ее оставил наконец-то пустой и собрал все свои билды на 2, 3, 4, 5. На самом деле, друзья, 4 билда закрывают все потребности в вашей игре. Я уже вам рассказал об AFK билде. Если вы не смотрели этот ролик, друзья, обязательно посмотрите его. Данж билд я также настроил. Единственное, что мне не хватает, это пета. И, друзья, я уже писал у себя в телеграм-канале, что, к сожалению, я потратил 120 контрактов, почти 15 тысяч платины и не скрафтил ничего. К
Кстати, обязательно подписывайтесь на мой телеграм-канал по Diablo Immortal, DI Tools, где я выкладываю новости, мы там обсуждаем все эти билды, события, ну и также там очень много всего интересного, а также я разыгрываю там усиленный боевой пропуск. И, друзья, вы можете выиграть, у нас уже больше 400 подписчиков, скоро будет новый розыгрыш, и когда будет 500 подписчиков, мы его обязательно разыграем. Ну и что касается PvP и рейд билда, PvP у меня уже сбалансированный хороший билд, я там сделал несколько твиков, опираясь на богатый опыт сильных членов нашего клана, в частности Сережа Войт. Кстати, у Сережи есть свой YouTube-канал, где он часто постит различные стримы, как он убивает боссов, у него просто какой-то сумасшедший урон, и, в общем, это достаточно продуманный игрок, продуманные билды у него, не супер высокие характеристики, там порядка 5-6 тысяч резонанса, но он просто может потягаться по урону с китами и закрывает нам всех боссов. В общем, очень классный парень, знающий его ник в Diablo Immortal Void. Ссылочку на его канал я оставлю в описании к этому ролику. Друзья, подписывайтесь, чтобы иногда посмотреть, как киты мочат и крушат все вокруг в игре Diablo Immortal. Ну и что касается вот этих двух билдов, друзья, я скоро сделаю ролик по PvP билду, я его уже практически финализировал, и рейды я также уже выкладывал у себя в телеграм-канале, где показал, какой большой урон на нем можно достичь на уровне развития моего персонажа, но еще не до конца финализировал. Как только я это сделаю, я обязательно сделаю по этому ролике. Ну и, друзья, возвращаясь к фамильярам, которые я использую для этого билда, к сожалению, мне не удалось, как я уже и сказал, наролить классного пета для этого билда. Но у меня мой стандартный PvP пет, у которого есть спаситель и фаланга. Он практически не увеличивает мне урон, но дает мне очень хорошую выживаемость. Давайте, друзья, я поделюсь билдом. Я хотел это сделать, так и не сделал. И вот вы видите весь мой билд. Все сушки, которые используются и на какой лиге конкретно, какие зеленые предметы, какие основные умения и также какая ветка совершенствования, ну и легендарные камни. Друзья, скриньте этот экранчик, но я его еще покажу в конце ролика. Что, друзья, касается ветки совершенствования, то я здесь использую метатель и как раз 5 навыков. Вот здесь вот треугольничком и здесь вот 2. Давайте коротко почитаем, что они нам дают. Это невиданная динамичность, импульсивность, всплеск магии, кровожадность, ну а также ярость, друзья. Здесь нужно иметь в виду, что ярость за каждое использованное в бою умение дает нам дополнительный крит-шанс 1% на 10 секунд, но именно этот крит-шанс относится у нас к крит-шансу с убывающей отдачей, и чем больше у нас плоского шанса, тем меньше бонус от этой ярости, и иногда он вообще просто перекрывается каким-то другим умением. Поэтому здесь, друзья, вы можете выбрать что-то другое. Например, увеличивает урон на 2%, что также будет хорошим вариантом. Что касается легендарного умения, друзья, я использую свобода в смерти. Когда время действия эффектов периодического урона завершается, они взрываются и наносят ближайшим противникам 30% своего суммарного урона. Тоже дамажное умение. Очень круто. И вы видите, что у нас есть 4 очечка. Давайте мы их куда-нибудь вот сюда определим и пройдемся по нашим камням. И, друзья, тут очень все интересно. Как вы видите, я использую достаточно большое количество 5-звездных камней, и у меня резонанс поднялся от 3149, в том числе и искру бездны, которую я запитал клыком пылкости. Но давайте разберемся во всем по порядку. Я использую призрачный виток в стойке атаки, чтобы он наносил огромное количество урона на 28% больше. Я использую искру бездны, которая на 6 секунд у нас
генерирует эту искру и поражает несколько целей. Тоже очень классно именно в PvE контенте. Также я использую колоссальную машину. У нас, друзья, все заточено здесь на умениях. Также колоссальная машина нас увеличивает в размере, что увеличивает нашу скорость. Ну, камешек всех времен и народов, окровавленный нефрит увеличивает нашу скорость передвижения и, конечно же, урон. Ну и, конечно, у нас бурлящий исход, который нам, друзья, увеличивает вероятность критического удара. Он у меня прокачан до 6 уровня, и здесь мы даем бонус 30%. Кровавая льдина, да, камешек, который я уже начал качать к 5 уровню, да, видите, у меня прогресс плюс 20%. Мне на последних забегах по древнему порталу выпадало столько 5-звездных камней, друзья, в том числе и кровавая машина. В моем последнем забеге это просто был какая-то чума. Мне выпало 4 5-звездных камня. Только потом мне написали подписчики в телеграм-канале, что, оказывается, там был повышенный дроп. Я каким-то образом это пропустил, но не мог понять, почему мне так много сыпется 5-звездных камней. Думал, что, может быть, игра меня снова полюбила. Но нет, друзья, если у вас сейчас есть глифы, обязательно сходите в древний портал, потратьте их, потому что сейчас повышенный дроп 5-звездных камней. Что касается последних 2 камней, это 2-звездные камни хватка боли, которую я прокачал до 10 уровня. А здесь огромное количество эффектов периодического урона я вешаю на мобов, и нам дается бонус 24% по таким мобам. Ну и, конечно же, я использую плач матери, немножко спорный камень, но когда он прокается, мой крит-шанс близок к 90-100%, и, друзья, он, конечно, существенно поднимает урон. Но плач матери есть особенность. Он не работает с этого комплекта Витху, он работает только от перековок, которые у вас находятся на зеленых и на легендарных ваших предметов. Поэтому, друзья, имейте это в виду. Он работает не там 10 секунд, как мой бурлящий исход, а 7-8. Вот такой вот набор камней дает мне резонанс 3149 и увеличение характеристик 157,45. Что еще важно знать по этому билду, друзья? Ну, конечно же, это комната отряда. В качестве комнаты отряда я всегда использую только защитник, потому что мне очень нравится увеличенный на 15% размер благодаря вот этому реликту бремя пастыря. Но мы можем существенно увеличить наш урон, но немножечко замедлиться, и наш персонаж будет достаточно маленьким таким бегать за счет вот этой комнаты боец, потому что здесь у нас помимо 3,5% урона здесь, у нас есть Тифори, который дает 6%, у нас есть ошейник Брута. Каждый раз, когда вы наносите урон, ваш урон увеличивается на 1% вплоть до 10%. В общем, это очень крутая ветка, если ты хочешь увеличить урон, и я ее часто выбираю, когда иду, например, в рейд адского реликвария. Но в основном я всегда бегаю на защитнике, мне очень нравится увеличенный размер. И, друзья, давайте перейдем к самому главному, что же дает мне такой большой урон в подземельях. Это перековка. Переходим к Чарси, чтобы посмотреть, что же у меня там с перековкой. Друзья, я потратил около 200 камней, чтобы переделать перековку на некроманта. Я теперь не хочу переходить обратно на охотника на демонов. И давайте посмотрим, в чем же здесь секрет? Почему такой большой урон в подземельях и PvE-контенте? А все, друзья, очень просто, потому что я наролил себе на всех предметах 2 эффекта перековки. Это урон по демонам, который увеличивается, ну, в среднем у меня от 4,5 до 6%. Ну и также увеличивает урон по противникам под эффектами потеря контроля на 5%. Друзья, я наролил себе везде вот эти 2 эффекта перековки. Но помимо этого у меня еще урон от всех умений. Никаких основных атак здесь, конечно, не должно быть. Критический урон и время действия положительных эффектов. Вот опять же мы смотрим. Урон по демонам увеличивает урон под эффектами потери контроля. Урон по демонам 6% увеличивает урон
урон и противникам под эффектами потери контроля, друзья. И тут на самом деле интересный момент. Откуда же у меня эффекты потери контроля? Если мы, друзья, посмотрим наши умения, то у меня особо-то никто не дает контроль. И тут интересно, что именно на мрачной жатве мне удалось наролить такое зачарование на штанах. Оно называется «Мрачная жатва», которая при контакте с мобами, с противниками замедляет противников на 15% на 6 секунд. У меня всего одно это зачарование вообще на весь комплект, но оно дает как раз повышенный урон по мобам, на которых действуют эффекты контроля, и весь этот бонус, он суммируется. Друзья, суммарно у меня по перековке получается примерно 60% увеличения урона по демонов и где-то 40% урона дополнительного по противникам, которые находятся под эффектами контроля. И здесь интересно, что я нашел несколько еще лек, где также есть увеличивает урон, наносимый демоном, на 6%, и где-то у меня еще была увеличивает урон, наносимый демоном, на 6%. В общем, у меня наролено достаточно много урона по демонов на 60%, но есть одна особенность, что когда мы тестируем это на стенде Дамми, этот урон у нас не проходит. То есть эти 60%, они отлично работают там в адском реликварии или в открытом мире. Ну и получается, мы теряем где-то 100-150, может быть, миллионов наших показателей на этом Дамми стенде. Поэтому, друзья, Дамми стенд — это не очень хороший показатель. Ну хорошо, давайте спросите меня, а где же находятся эти демоны? И я тоже задавался этим вопросом, и оказывается, что демоны — это практически весь санктуарий. У нас есть немножко нежити в Эшвардском кладбище, у нас есть звери где-нибудь там в Белефине, да, но в основном в санктуарии у нас демоны, в порталах ужаса у нас демоны, в подземельях у нас, друзья, демоны, одни демоны вокруг, поэтому очень большой урон в подземельях. В общем, друзья, давайте, не буду я вас заговаривать, пойдемте проверим-ка урон на стенде перед тем, как пройти какое-нибудь тестовое подземелье и посмотреть, как все это работает. Ну и вот мы подходим к нашему тестовому стенду, и, друзья, здесь все очень просто. Мы просто активируем все наши умения, как только они закулдаунятся, да? Кстати, на джойстике это не так удобно делать, как на iPad. Видите, я не всегда успеваю здесь поражать основную атаку, потому что она тоже там дает 4-5%. Будем тестить на урон. И в отличие от охотника на демонов, здесь нет заточки на обстрел, и здесь все время крутится вот урон, видите. Но я заметил, что нужно чуть-чуть отходить, чтобы эти кружки все-таки касались стенда. Так, что-то... Вот, да. И вы видите, что у меня, в принципе, 40 секунд уже там что-то 360 миллионов, ну где-то 500 выбивает. Друзья, это не показательные цифры, не показательные, но она позволяет вам понять, что дает, собственно, урон. Да? 57 секунд, что там еще у нас, 59, ну все, давайте, стоп, да стоп уже. В общем, 485 тут с грехом пополам. Я на самом деле действительно неудобно с джойстика. Вот видите, я с джойстика играю. Ну, на iPad я выбивал где-то 510 миллионов. Если я ставлю, друзья, вот эту вот комнату отряда, да, которая называется «Боец», у меня урон получается примерно под 600 миллионов. Друзья, это не показатель. Показатель — это то, как круто этот билд чувствует себя в подземельях. Ну и, кстати, вот перед тем, как мы быстренько пройдем с вами тестовое подземелье, вы видите, что основной урон мне дают два умения. Это как раз трупное копье и костяные духи. Они в сумме где-то 60% дают всего урона. Ну, у нас, конечно, бонус от легендарных камней, и даже я что-то вон накликал себе на основную атаку.
В общем, друзья, билд просто супер крутой. Для моих характеристик это 3149 резонанса. Обратите внимание на мои второстепенные статы. Это примерно 5000 в среднем. Ну, мощь я чуть больше прокачал, 5500. И я считаю, что это очень хорошо. Постоянная вероятность критического удара. У меня, кстати, 35%. Да, здесь она везде наролена, 3-4%, плюс 2 руны. И, друзья, кстати, по лучшим рунам в игре Diablo Immortal я делал отдельный ролик, обязательно его посмотрите. И как раз вот 2 руны Зю, они должны быть, или Зу, да, в билде абсолютно каждого игрока, потому что они повышают вероятность критического удара на 4%. В сумме мы получаем 8. В общем, друзья, давайте не буду вас томить, быстренько пройдем с вами тестовое подземелье, чтобы понять, как это работает. Это вот, обратите внимание, кстати, многие этого не знали. Быстро в подземелье найти группу вы можете, нажав на гамбургер, поиск группы, быстрый подбор, выбираем здесь бросить вызов или обычный и нажимаем быстрый подбор, так, чтобы не через кодекс заходить, если вы там копите очки. Ну и смотрите, как будет работать этот билд. Я надеюсь, что киты мне здесь не попадутся, чтобы показать вам как бы МВП по урону. Ну давайте посмотрим, только бы не плот. О, отлично, на Мари. Да, вот, мы прожимаем все наши умения и бежим, друзья, домашьте. Вы видите, что у меня урон по области просто колоссальный. Я сразу же беру как бы максимальное значение по урону. Ну, на самом деле, очень весело играть. Ты бегаешь просто, крутишь все эти крутилки и всех убиваешь. Вот. Все тривиально и очень просто. Очень весело, друзья, очень весело. Минимальное прожимание кнопок, максимальное удовольствие от игры. Я вам честно скажу, что Некромант — это прям один из моих любимых классов. Ну, один из 2 моих любимых классов — это Некромант. Обратите внимание, что проходят практически постоянно желтые цифры. Это значит, что я критую, потому что даже в момент, когда камни не работают, урон идет от крит-шанса достаточно большой, порядка там 35-50%, в зависимости от того, когда камни прокаются. И получается, каждая вторая, третья атака у меня идет с крит-шансом. Ну и поэтому еще очень большой урон. И, друзья, вот эти все товарищи наши, вот, да, которые появляются, это демоны. А по ним у нас плюс 60%. Вот поэтому здесь такой большой урон, да. Мы сейчас посмотрим, что у нас там с уроном будет в конце. Но все это дело ваншотится очень прикольно. Мне прям вот реально нравится играть за Некроманта теперь. Просто активируешь все умения и бегаешь вокруг, а мобы раскидываются, ты просто получаешь удовольствие. Так, ой, вот, чуть-чуть не заруинил, да, ролик? Смотрите, сейчас бы как нуб погиб. Ну, вот, 718 миллионов, миллиарда не получилось. Кто-то у нас тут очень сильный из Synergy. Опа, вы видели? Когда у тебя большой урон, тебе сразу и щиток, и надзиратель. Ну, давайте посмотрим с вами, что у нас по урону. Опять же, да, практически 60% у меня дают трупное копье и костяные духи. 14% дают свойств комплектов и так далее. Ну, основная атака у нас совершенно не работает. Поэтому, друзья, если у вас есть в перековке основная атака, от нее нужно избавляться. Конечно же, добавляйте туда урон по демонов или урон противникам под эффектами контроля, но у вас должен быть какой-то контроль от ваших атак. Забавно. Друзья, билд просто крутейший. Давайте я еще раз его расшарю, чтобы вы его смогли посмотреть и заскриншотить. Билд очень круто подходит для открытого мира, для данжей, для порталов ужаса, для
Эребана. Ну, самое, конечно, классное — это вот данжи, подземелья. Ты бежишь и просто получаешь удовольствие. Очень быстро их проходишь, быстро забираешь все капы, меньше тратишь на игру и получаешь гораздо больше удовольствия. Ключевая особенность — это, конечно, перековка, друзья. Обязательно перековывайте свои предметы для того, чтобы получить нужные эффекты, значительно бустующие ваш урон. Конечно, этот урон был бы еще больше, если бы у меня был пет с незаживающими ранами, но это уже тема для будущих роликов. Друзья, это не так быстро оказалось, как с моим котиком, но я обязательно себе сделаю этого пета. Друзья, пишите в комментариях, что об этом билде думаете. Если вы играете за некроманта, обязательно собирайте его для того, чтобы попробовать и получить больше удовольствия. Проверьте, подписаны ли вы на мой YouTube канал, а также на мой телеграм-канал DI Tools по Diablo Immortal. Ну и, конечно же, друзья, если вам понравилось это видео, пожалуйста, поставьте ему лайк. Ну а мы с вами увидимся в следующем ролике.